Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу, как сделать жидкую подкормку для растений из куриного помета. У нас уже середина апреля. Листики на красносмородине, крыжовнике и малине начали появляться. Почки распустились. Теперь необходимо срочно удобрить почву для того, чтобы рост листиков был более энергичный. Так как мы держим кур, у нас много куриного помета, поэтому с этим проблем не будет. Для куриного помета я сделал такую своеобразную коробку. Здесь ночуют куры, и весь помет собирается на этой полочке. Он хорошо просыхает и уже не так воняет через неделю. Для того, чтобы хорошо удобрить растения и не обжечь их, необходимо приготовить 10% раствор. При этом мы будем использовать на один куст малины или крыжовника по 1 литровой банке на литр воды. Необходимо взять емкость, у меня это кастрюля 4-ведерная, а также 2 ведра куриного помета и 2 ведра воды. В курином помете очень много азота и других полезных веществ, но почти нет калия, поэтому необходимо добавить обычный пепел в количестве 1 литровой банки на 2 ведра помета. Я беру литровую кружку пепла, полученного при сжигании веток после обрезки деревьев. Сначала наливаем в емкость 2 ведра воды. И высыпаем 2 ведра куриного помета. Теперь все хорошо перемешиваем. И добавляем литровую банку пепла. Теперь закрываем емкость герметичной крышкой и оставим это удобрение на 1 неделю для брожения. Вот прошла 1 неделя, и можно удобрять наши растения: малину, кустарники и виноград. Посмотрим, как наше жидкое удобрение выбродило. Вот видно, что поднялся вершок, есть небольшие пузырьки. Необходимо все хорошо перемешать до однообразного состояния. После этого необходимо развести удобрение в воде в пропорции 1:20. То есть на 10 литров воды я возьму пол-литра жидкого удобрения. И хорошо перемешиваем раствор удобрения. Вот видно, что кустики малины начали просыпаться, появились небольшие листочки, и эти кустики уже пора удобрять. А если листиков еще нет, то немного подождите до их появления. Под 1 кустик необходимо вливать 10 литров удобрения. Через пару дней удобрение подействует, и кусты малины и прочих растений будут расти в 2 раза быстрее, и кусты будут сильнее. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как приготовить жидкую подкормку для растений из куриного помета. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!